Здравствуйте. На одном зарубежном форуме я наткнулся на один вопрос, который там обсуждали. Вопрос звучал так: может ли американец спокойно жить в России? И под этим вопросом было несколько комментариев от иностранцев, которые живут, и от тех, кто когда-то жил в России, а также от некоторых россиян, которые успели пожить в России и в Штатах. Так вот, я решил некоторые из этих ответов перевести для вас. Ну что ж, давайте приступим. Итак, первого комментатора зовут Лив Бьеланд. Как мы можем увидеть, он живет в Южно-Сахалинске. Поэтому пока я буду читать текст, мы с вами немного прогуляемся по этому замечательному городу. Я живу в России почти 16 лет, так что я думаю, что имею право ответить на этот вопрос. Я чувствую себя счастливым, что у меня была возможность работать здесь. Я постоянно взаимодействую с населением по работе и в личное время. Мне потребовалось около 8 или 9 лет, чтобы научиться говорить по-русски на разговорном уровне, потому что большую часть времени в этом не было необходимости, потому что моя работа ведется в основном на английском языке. Конечно, знание языка делает жизнь намного проще, как и везде, где английский не является основным языком. По моему опыту, лишь очень небольшой процент населения будет открыто относиться к иностранцу с неуважением, даже сегодня, при всех этих санкциях и негативном отношении к ним западных СМИ. Конечно, если вы будете находиться в ночном клубе в 4 часа утра, то вы можете столкнуться с устными нападками какого-нибудь пьяного молодого человека. 1 или 2 раза в год я слышу некоторые ехидные комментарии, которые я игнорирую и приписываю это к невоспитанности. Эти случаи скорее исключение, чем правило. Конечно же, в каждом городе есть такие места, которые могут не понравиться иностранцам, но они в основном не нравятся и самим жителям этого города. Русские катаются на лыжах, ловят рыбу, ездят на велосипедах, играют в футбол, учатся в университетах, выращивают овощи, смотрят фильмы и много работают, чтобы заработать на жизнь. Они хотят обычную счастливую семью, здоровых детей, мира на земле. Люди — это люди, куда бы вы ни приехали. И если уважать их и их культуру, они будут уважать вас. Хотя лично я в России нервничаю так же, как в Европе, в Азии и в других местах. Итак, подведем черту. Первое. Держитесь подальше от политики. Я предполагаю, что примерно половина американских мужей и жен даже в семье не могут договориться о политике, хотя они смотрят одни и те же новостные ленты. Средства массовой информации повсюду рассказывают нам истории, которые несколько богатых и влиятельных людей хотят, чтобы слышало население. А население слышит только то, что хочет. Я не дипломат, и я не гражданин этой страны, мое мнение по этому поводу здесь не имеет значения, поэтому я не делюсь им, если меня об этом не просят. Второе. Иностранцы должны помнить, что они гости в этой стране. Правительство дало вам визу, а не паспорт. Третье. Наверное, если бы не моя работа, я бы сюда никогда не приехал. Вероятно, я сейчас был бы где-нибудь в тропиках недалеко от пляжа. Хотя я честно хочу вам сказать, что это очень интересное место для посещения, и у меня были потрясающие возможности для карьерного роста. Но я не могу себе представить, что я мог бы остаться здесь надолго без причины, потому что я до сих пор очень скучаю по некоторым вещам, которые остались у меня дома. Четвертое. Я бы предпочел быть американцем, не говорящим по-русски, приехавшим в Россию, чем русским, приехавшим в Америку без английского. Я надеюсь, что это кому-нибудь поможет. Следующего комментатора зовут Лоуренс Никсон, который живет в Нью-Йорке. Ну что ж, давайте почитаем, что он пишет, и немного прогуляемся по улицам этого города. Но Эдвард Сноуден сейчас живет там, и, по-моему, ему там достаточно спокойно. Я почти уверен, что сейчас в России спокойно живут множество американских эмигрантов. Кроме того, я думаю, что многие русские люди достаточно умны, чтобы понять, что между правительством США и обычным гражданином есть разница. Также я полагаю, что многие русские не одобряют то, как к ним относятся сами Соединенные Штаты. Россия не является какой-то нецивилизованной страной, она ничем не отличается от любых других развитых или развивающихся стран. Я очень сомневаюсь, что вас могут избить или застрелить на улицах России только потому, что вы американец, который уже живет там. В большинстве случаев, русские люди будут просто спрашивать вас о Америке, о президенте и тому подобное. Вы должны сначала просто посетить Россию и посмотреть, понравится ли она вам, прежде чем окончательно переехать туда жить. И я говорю это всем, кто хочет переехать в любую точку мира. Следующего комментатора зовут Крис Хелмбрихт, и он из Москвы, поэтому сейчас мы с вами перенесемся на улицы столицы. Я немец, и я живу в Москве уже около 15 лет. У меня много друзей из Америки, которые живут здесь. Например, Дон Крейг, легенда ночной жизни, живущий здесь даже дольше, чем я.
Несмотря на пропаганду с обеих сторон, я не думаю, что быть американцем в России – это проблема. Конечно, если вы будете повсюду ходить и рассказывать всем, что Путин и Россия плохие, а США единственная хорошая в кавычках страна в мире, тогда вы получите негативные комментарии в свой адрес от некоторых людей. Это будут некоторые люди, но не все, и не множество людей. Следующий комментарий оставила девушка с именем Поля Янг. Из текста я понял, что она из Москвы, так что мы с вами продолжим гулять по улицам столицы. До 18 лет я жила и работала в Москве. Российские СМИ всегда сходили с ума от американской и международной политики, а некоторые телешоу, посвященные здоровью, часто говорили об эпидемии ожирения в Штатах, чтобы популяризировать снижение потребления сахара среди россиян. Окружающие меня люди такие же, как и я, студенты, и даже люди постарше, в возрасте от 25 до 35 лет, всегда были довольно-таки осведомлены в самых разных частях американской культуры. Кто-то хвалил белизну зубов американцев, кто-то методы производства, а кто-то хвалил систему гуманитарного образования. В целом, американский образ жизни уважался. Все, что я слышала об американцах, живущих в России, было положительным. Их описывали как оптимистичных и целеустремленных людей. Все, что я слышала по телевизору, это критика американской международной политики. Конечно, эта американская игра в мирового полицейского раздражает. Для этого есть ООН, и она существует не просто так. Кроме того, американская нация получила бы гораздо больше, если бы она больше инвестировала в свое здравоохранение, а не держала бы Ирак под контролем, и занялась бы своей страховой системой. Я переехала в США, когда мне было 18 лет, и живу здесь уже более 5 лет. Я отбелила себе зубы, но эта белизна долго не держится без постоянного ухода. Американцы, наверное, просто родились с этим. И то, как вы ее сохраняете, для меня это до сих пор загадка. Многие американцы были очень заинтересованы в том, чтобы я рассказала им об российском образе жизни. Некоторые задавали очень глупые вопросы типа, есть ли в России Кока-Кола. А мой босс на работе уже больше года отпускает в мою сторону шутки про КГБ. И фактически по американским меркам это домогательство. Но я не обращаю на это никакого внимания, поскольку для меня он выглядит просто смешным. Тем не менее, большинство людей были со мной очень приветливы, и не делали проблему из-за моей русскоязычности, а наоборот считали это даже некой особенностью, за что я им всем сердечно благодарна. В американских телешоу совершенно неправильно используют наши русские имена, русский акцент и менталитет. Поэтому вы никогда не познаете русскую культуру через свои средства массовой информации. И я хочу, чтобы вы хорошо это осознавали, когда вы будете строить свои предположения по данному вопросу. Шутки про водку – это уже не смешно. Это то же самое, если бы вы высмеивали героиновую эпидемию в США или туберкулез в Мозамбике. И вообще алкоголизм – это болезнь, и в политике у вас тоже все весьма запутанно. То, что освещается в СМИ, то, что пишется в книгах по истории, и то, что происходит на самом деле – это три совершенно разные вещи. Через пару месяцев я собираюсь вернуться обратно в Москву. И честно говоря, для меня это будет тяжело. Люди в России отличаются от американцев степенью открытости. В США мне всегда удается поговорить с кем-нибудь в баре или в автобусе, а в России это у меня не получается. С другой стороны, может быть, это происходит потому, что я еще мало что здесь понимаю, из-за моего несовершенного английского языка. Тем не менее, мне нравится улыбаться людям, а в России это делать не обязательно. Отвечаю на ваш вопрос. Да, американец может абсолютно спокойно жить в России. В любом случае, будет лучше, если он не будет начинать свой разговор с политики, а подождет, пока они сами его об этом не спросят. Это то, что я поняла здесь. Это прекрасно работает в Штатах. Это хорошая тема для разговора, но только тогда, когда они тебя первыми об этом спрашивают. Ну что ж, на сегодня это все. Спасибо вам за просмотр. Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал на YouTube и в Telegram. Все ссылки, как это можно сделать, и то, как можно меня отблагодарить за работу, есть в описании к видео. Огромная благодарность всем тем, кто уже поддержал меня финансово. Большое спасибо вам, друзья. Всем пока, хорошего вам настроения и до новых выпусков.